Он их воодушевляет речами о том, что они гордость нации, о том, что они защищают честь. Какую честь? Какой нации защищают эти ребята, которые вчера мобилизовались, а сегодня мы слышим, что уже груз 200 возвращается домой. За какую нацию они погибли, за какую честь они погибли? Ассаламу алейкум фимахуфуф, хазарадгагуам ченобе, джиризет за ожи, за джимисалям гуапов зох, фрейблара, адгабзам катезразажины, ичемде, житакурс бзачесхапсахляну симурад. Приветствую всех, уважаемые дорогие зрители. Многие вопросы можно объединить в один разряд и ответить на несколько вопросов одним видео. Попробуем что-то такое сегодня записать вместе с Ларисой. Поехали. Политические процессы очевидны. То, что в 21 веке существование колониальной империи не допустит мир, потому что мир прогрессивный, мир двигается вперед и никак от этого не избавиться. Никогда в истории не было в мире, чтобы изгой победил остальной мир. Сегодня Россия это изгой, и уже очевидно для всех, что даже вот эти штампы про Китай наш друг не работают. Сегодня Россия действительно изгой. Вообще удивляют люди, которые рассуждают, говорят, у нас плохие пенсии, зарплаты, дороги, медицина, образование, а вот армия у нас сильная. Так не бывает. Это же не сказка в стране чудес. У тебя не может быть везде коррупция, везде плохо, а чтобы именно армия была мощная и сильная. И украинские события сегодня продемонстрировали, украинский народ сегодня продемонстрировал, что миф о сильной путинской России – это всего лишь сказка и миф. Если армия коррумпирована, это значит сотни видосов, которые мы видим сегодня, когда парни из Краснодара записывают, им выдали бронежилет по пузо. Вот такое маленькое. По пузо, потому что они там говорят, у нас пузо, мы не можем поместиться в эти бронежилеты. Вот итог. Итог того, что нету оснащения в этой армии. И это просто действительно пушечное мясо. Такая армия не может победить. Такая армия не может победить. Главная мысль, к которой я прихожу, кем себя будут ощущать черкесы, когда произойдет неминуемое. Черкесы будут себя ощущать частью империи, которая проиграла, или черкесы будут себя ощущать народом, который, несмотря на меняющуюся вокруг погоду, атмосферу, остаются нацией со своими интересами. Именно те черкесы, которые находятся на родине, от них зависит, они являются фундаментом вот этого будущего возможного черкесского народа. Мы в этом случае, находясь здесь, можем лишь, рассуждая вслух, давать пищу для размышления. Сегодня, если мы говорим об анализе происходящих процессов, мы понимаем, что диаграмма возможного развития от минимума до максимума. Да? То, что ты сейчас говоришь, это определенный максимум, когда мы понимаем, что Украина забирает свои территории и двигается дальше. И у многих возникает страх, и в том числе у черкесов, которые находятся на родине, это, наверное, страхом можно назвать, то, что вот они придут, и мы должны будем им сопротивляться. Это наша обязанность защищать дома. Здесь в этом случае мы должны смотреть на процессы в общем происходящие. И важный процесс, который происходит сегодня, это внесение в Верховную Раду признания акта о признании геноцида черкесов. То есть это значит, что украинское государство готово признать то, что была Черкесия, был черкесский народ, который был подвержен геноциду, и соответственно, признавая это, Украина признает и права черкесского народа на этих территориях. Украина, находясь в сегодняшней ситуации, как никто другой, может понять боль черкесского народа, и именно поэтому
Я думаю, что очень большие шансы на то, что в ближайшее время Украина признает. То есть мы понимаем, что Кавказ снова становится ареной геополитических интересов. И на этот раз мы должны продемонстрировать, что мы не просто арена, но мы субъекты этих отношений. Недальновидно начинать обсуждение этого вопроса сегодня. Это вопрос государственного устройства, территориального устройства этой формации, которая будет в будущем. Потому что сегодня мы не можем влиять на геополитические процессы, мы можем лишь быть их участниками, заявлять свои позиции в этих процессах. А как показывает практика международных отношений, главное это ключевое политическое решение. Если сегодня весь мир согласится с тем, что есть черкесы, была Черкесия страна, и этот народ, несмотря на все, выжил, и они имеют право на свое государственное образование, это главное, что мы должны зафиксировать сегодня. А в какой формации, как это будет, это зависит от многих, от процесса зависит. Это зависит от того, чем закончится война в Украине. Ты сейчас сказал, а может они дальше пойдут, а может они не пойдут. Вот от этих мы, то есть на каком этапе договорятся гиганты геополитических отношений. И сегодня, когда некоторые из наших активистов высказывают позицию исходя из максимума возможного, нужно понимать, и нужно им понимать в первую очередь, что не раз черкесская нация оказывалась в ситуации, когда вроде бы мы имеем право, но эти гиганты договариваются между собой, и наши права там останавливаются. Это невозможно сегодня просто взять и сказать, вот Черкесия, мы вам отдаем, заселяйтесь, делайте, что хотите. Так это не работает. Вы можете об этом мечтать, вы можете об этом рассуждать на кухне, вы можете об этом писать в комментариях, но если вы являетесь участником процесса, вы должны учитывать политические механизмы. А политический механизм, первое, как я сказал, обозначение этого вопроса и обозначение необходимости решения этого вопроса. Второе, сам момент, сам процесс решения вопроса. Когда, конечно же, будут привлекаться и международные наблюдатели, и непосредственные участники процессов, и у черкесов должны быть к тому моменту подготовленные специалисты из разных областей, экономисты, юристы, которые будут готовы вносить свои предложения для этой самой дорожной карты. Такие же объективные причины на то, что они не могут сегодня выходить с плакатами, там, устраивать демонстрации, потому что это в первую очередь опасно, не просто для там, здоровья, жизни на Кавказе, тем более в черкесских регионах. Это опасно, как сказать, вот что... Как донести, что это реально опасно, что это не просто ты вышел в Москве там на, не знаю, Болотную площадь, тебя разогнали, потому что ты москвич, и ты, в принципе, тебя не могут они убивать. А вот что там у нас это действительно опасно, и ни один москвич за тебя не вступится потом. И мы видели на протяжении этих 20 лет действительно, там, не знаю, тысячи людей убитых под видом специальных операций, которые сегодня видит Киев. Да? Только в нашем случае мы не могли рассчитывать ни на какую поддержку извне, это показали и события в Чечне и так далее, и так далее. И вот хочется донести, что это действительно опасно. И когда ты об этом разговариваешь, хочется, чтобы и люди, которые на родине, наши черкесы, остались, знали, что мы понимаем, что это опасно, и от них, если от них кто-то требует сегодня каких-то действий в плане изменения системы, то это провокации, и на них не нужно поддаваться. Да, кстати, это тоже пишут часто сейчас, мы видим в комментариях, потому что черкесы аполитичная нация. Говорю о последних 30 годах, когда нас пытаются выкинуть из политических процессов, и, наверное, советский период, после геноцида, советский период было тяжело включиться в политический процесс. Но как только появилась малейшая возможность, это те самые 90-е, когда организовались там, МЧА и другие хассы, и активизировалась деятельность черкесов в черкесском вопросе, мы видим, что за какие-то там 7-8 лет черкесский вопрос из уровня несуществующего в принципе
дошел до уровня трибуны ООН. И поэтому говорить о том, что черкесская нация аполитична или не понимает, что такое политика, это ошибочно. Но бы мне ушису мис мгладу вшенхуе жипу казгакум за году сразицхум аркабуруане. Но бы жисафнерз азаум хахахунагум азауэр да дизауагум адыгэ хакхуми хабзами динами шхаджи зыхуазауэ заушыткъым. Шхаджи ар къыжызэмар сэ сыхэмытми къывгуроӏуэ. Нобэ дэ ди адыгэ лъэпкъым дызэгушыпсын хуейр зызакъуэ, зыкъэтхъумэн хуей ари къагуроӏуэ. То есть мыбы щӏэуэ пари къыжызэфынэкъым апхуэдэ ӏуэхукӏэ. Тауэ зэрыхэмыхьэныр жыпӏэмэ зыгуп иӏэ гъуэгу, зыгуп иӏэ абы. Епэрейуэ кӏуэ нэхъ дыгъуасэ хэкум щыщхэм сапсалъэти, зыгуэрхэм дагъэӏысмэ дыӏысын дылъоткӏэныр, ауэ зауэм дыкӏуэнукъым жаӏэ. Ар зыгъуэгу, ар гъуэгу хьэлъэ, гъуэгу къину щыт, ауэ ари зыгъуэгу. Етӏуанэрей гъуэгу уеплъмэ зыдгъэбылъыт, ауэ зэрыхъумчӏэ зафӏэдгъэпщкӏуныр, зэрыхъумчӏэ дымыкӏуэн хуэдэу къидгъэкӏыныр, арат хуэщӏэныр жари ари етӏуанэрей гъуэгу. Ещанэрей гъуэгу хэкум уикӏыжынра, нобэ зыгуэрэм ӏэмал иӏэу икӏыжыфыну щытмэ, икӏыжмэ нэхъыфӏ хуэдэу сыхуоплъэ, абы зэкӏэри икӏыжыфыну щыткъым абы. Щхьэж и унагъуэ иӏэ, щхьэж и адэ-анэ иӏэ, ара зыгъуэгу зыгуп къыщыхэдгъэщыр, ауэ нобэ соцӏыху сэ щӏалэ зыгуп ӏэмал яӏэ икӏыжынэхуи, йогушыпс хэт икӏыжын, димыкӏыжын жари, ахуэдэхэм фикӏыжмэ нэхъыфӏ жысӏэу къэжысӏэнут сэрамэ. Сэ хэкум сыщыӏэ хуэдэу зызолъытэ нобэкӏи. Къыщрекӏуэкӏи къэзгурыӏуэну сыхуейуэ сапсалъэу щытщи, абы сыщыӏэ хуэдэу фэ сыкъыфхэс хуэдэу нобэ сыкъызэрыпсалъэр. Нобэ мыбы мыхуэдэу фщӏэн хуей, мыр фщӏэ, унафэхэр къыдат щыхъукӏэ къызгуроӏуэ, унафэр дэ къыдамытми къызэрыдгурыӏуэр. Унафэр ди щӏыщӏагъуэ щыткъым дэ ди лъэпкъкӏэ. Ауэ дыхуэдэу щымытми нобэ долъагъу ди ӏэгъуэблагъуэхэми, ди благъэхэми къагурымыӏуэу къыщрекӏуэкӏыр зэранадгъэсыфу надгъэсын хуейуэ щыт. Нобэ зыгуэрэкӏэ мыр къыжытӏэфкъым, ихауэ жыпӏэмэ, ара сыкъыщӏикӏыжар, ар ихауэ къыжысӏэфыну аращи, нобэ си ныбжьэгъухэм захузогъазэ, си нэӏуасэхэм захузогъазэ. Мыбы егушыпсын хуей. Адыгэт уэзэ зумыгъэ, уи лъэпкъыжьым и хабзэр уэ уи псэм хэгъэкӏ.